Фронт остановился, одно решение обездвижило армию, теперь вся система может просто посыпаться? Досмотрите, расскажем детали. Покушение на президента. Суд уже вынес приговор, и он максимальный. Кто пытался это сделать и в чем главная нестыковка? Громкое решение готовит парламент. На фоне скандалов с файлами Эпштейна депутаты планируют опустить возрастную планку. Олимпийские игры на грани срыва. Массированная атака могла положить всю систему и вызвать глобальный кризис и хаос. Об этих и других самых главных событиях вечера четверга, 5 февраля. Спасибо, что выбираете нас. Это правильное решение. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Дальше только о важном и интересном. Фронт остановился. Первые результаты сотрудничества Илона Маска с Украиной не заставили себя ждать. Связь пропала и штурмы встали. Советник министра обороны Украины по технологиям заявил, что после отключения Starlink у российских войск на ряде участков фронта остановились атаки. У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия. Российские военкоры и Z-каналы 5 февраля писали о проблемах со Starlink у оккупантов и признавали, что равноценной альтернативы у них нет. В частности, упоминалось Купинское направление. Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщал о совместной работе со SpaceX по ограничению использования Starlink российскими силами, а Илон Маск публично выразил готовность помочь в решении вопроса с управлением дронами через эти терминалы. Но вот что будет, если мы сейчас нанесем удары по заводам, производящим Starlink? А если мы нанесем удар на космической орбите, он же не избирательный, поэтому, конечно, наши спутники тоже погорят, да и хрен с ними. Советник министра вдогонку дает россиянам совет пользоваться другими системами связи. Это уже не учение, а увеличение угрозы. Россия наращивает инфраструктуру для массовых ударов дронами. По спутниковым снимкам фиксируют расширение баз запуска шахедов в Смоленской и Ростовской областях. Один из ключевых узлов – аэродром Шаталова. Там появились новые стартовые позиции и техническая зона. Обнаружены 4 стационарные пусковые и еще 4 спецмашины на подготовленных площадках. Такая конфигурация позволяет запускать десятки дронов за один цикл и быстро перезаряжать установки. Сеть баз становится распределенной. Помимо Шаталова, инфраструктуру подтверждает еще как минимум в нескольких точках, включая аэродром Миллерово. Там стоят ангары для хранения и обслуживания ударных беспилотников. Уже сейчас емкость позволяет держать до 96 аппаратов одновременно, а после достройки свыше 120. Рядом развернуто ПВО для прикрытия. Это создает возможность одновременных многовекторных ударов с разных направлений, с расчетом на перегрузку украинской обороны. Прорыв может случиться внезапно и без сливов. Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что о прогрессе в переговорах Украины и России не станет известно заранее, даже через утечки. Впервые за очень долгое время технические военные команды из Украины и России встречаются на форуме, в котором мы также будем участвовать. Прогресс, вероятно, не будет известен даже из-за утечек информации, пока мы не достигнем настоящего прорыва. Наша цель – оставаться настроенными на достижение результата. Рубио добавил, в таких конфликтах все часто выглядит безнадежным, ровно до момента, когда происходит неожиданный перелом. И отдельно напомнил о будущем. Когда война закончится, Украине придется быстро включать ресурсы в восстановление. Он подчеркнул, что у страны огромный экономический потенциал. Покушение на президента. Стрелок арестован и получил высшую меру наказания. Суд даже не сомневался в своем решении. Райан Раут получил пожизненное за попытку убийства Дональда Трампа в 2024 году на гольф-поле во Флориде. Тогда Трамп был кандидатом в президенты. Прокуратура настаивала, никакого условного освобождения подсудимый не раскаялся и не извинился, пишет Associated Press. Судья Эйлин Кеннон заявила, что это был обдуманный и хладнокровный план лишить человека жизни, писал
написал Reuters. По версии следствия, Раут неделями готовился и 15 сентября 2024 года появился с винтовкой в гольф-клубе West Palm Beach. Агент секретной службы открыл огонь, нападавший бросил оружие и сбежал, не выстрелив. Присяжные признали его виновным по всем пунктам, от попытки убийства до нарушений оружейного законодательства. Сам Раут вел себя хаотично, утверждал, что никого не собирался убивать и даже говорил об обмене на политзаключенных, но суд посчитал иначе. Привычка достать оружие, но не стрелять из него, видимо, довольно распространенная в США. Вашингтон держит санкции наготове. Администрация Дональда Трампа разработала новый пакет ограничений против России, но пока не вводит его в действие. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Разработку начали еще в декабре на случай провала мирных переговоров. Под ударом могут оказаться энергетика и суда теневого флота. В Европе все больше скепсиса по поводу этих переговоров. По словам чиновников ЕС, Москва усилила давление ударами по украинской энергетике и пытается навязать Киеву невыгодные условия. На этом фоне ЕС готовит уже 20-й пакет санкций, его могут принять к 24 февраля. Контекст жесткий, доходы России от нефтяного экспорта за год просели почти на 20% из-за ограничений. И теперь вопрос простой, это страховка на случай срыва дипломатии или сигнал, что терпение Запада на исходе? Брак с 14 лет. Планку решили опустить, но хорошо это или плохо? Звучит громко, но это не разрешает всем. Это только узкий судебный исключительный случай. В проекте нового Гражданского кодекса Украины предлагают, если есть беременность или уже родился ребенок, суд сможет дать право на брак человеку с 14 лет. Только по решению суда и только после оценки конкретных обстоятельств. Сейчас суд может разрешать брак с 16 лет, если это отвечает интересам заявителя. Авторы проекта — группа депутатов, среди них глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Документ пока на стадии рассмотрения в профильном комитете, он не принят пока еще, и финальная редакция еще может измениться. А как думаете вы, это будет правильное решение или не стоит принимать подобные законы? Пишите прямо в комментарии свои ответы, очень на них рассчитываем. Переговоры на грани срыва, но встреча подтверждена. США и Иран проведут прямые переговоры 6 февраля в Маскате. Иран представит глава МИД Аббас Аракчи, американскую сторону спецпосланник Стив Уитков. Обсуждать собираются ядерную программу, баллистические ракеты и поддержку прокси-групп. Хотя Тегеран пытался сузить повестку только до ядерного вопроса. Переговоры едва не сорвались из-за спора о месте и формате, но стороны пошли на компромисс, хотя президент США продолжает угрожать. Верховному лидеру Ирана сейчас стоит беспокоиться? Я бы сказал, ему стоит очень беспокоиться. Да, стоит. Как вы знаете, они ведут с нами переговоры. Я знаю, что ведут, но протестующие говорят: где американцы? Вы обещали, что мы их поддержим. Мы все еще на их стороне? Мы их поддерживали, и смотрите, эта страна сейчас в полном бардаке из-за нас. Мы туда вошли, мы уничтожили их ядерную. На Ближнем Востоке у нас сейчас мир. Если бы я не уничтожил их ядерную программу, подумайте об этом. Если бы мы не уничтожили эту ядерную программу, на Ближнем Востоке не было бы мира, потому что арабские страны никогда не смогли бы на это пойти. Теперь они Ирана больше не боятся. После январских протестов иранские власти усилили давление внутри страны. Параллельно звучат жесткие предупреждения о риске региональной войны. На международной арене давление тоже растет. Великобритания ввела санкции против иранских чиновников, а в ЕС усиливается линия на жесткое отношение к корпусу стражи исламской революции. При этом Дональд Трамп обвиняет Тегеран в попытке ускорить ядерную программу накануне переговоров. Дипломатия стартует на фоне пороховой бочки. А вот в России тоже отреагировали на обострение ситуации и решили надавить на США. Рассчитываем, что США и их единомышленники все же проявят мудрость и будут вести себя более конструктивно. Любые военные решения недопустимы, опасны и могут иметь региональную проекцию. Хоть Лавров и заявляет, что не будет Россия влезать в отношения Запада с Ираном, похоже, сделать это у Москвы так и не получится. Критическая ситуация в Кремле. Все военные и политические решения под угрозой. Из аптек крупных городов пропала латуда, антипсихотик с действующим веществом для лечения шизофрении и биполярной депрессии. Аналогов с тем же веществом на рынке фактически нет. Агрегаторы и сайты сетей показывают отсутствие и неизвестную дату поставки. При этом Росздравнадзор дефицит отрицает и заявляет о запасах 39 тысяч упаковок и обеспеченности на 8 месяцев. Кто же их тогда забрал себе?
Судя по динамике потребления на протяжении последних 4 лет, спрос на него действительно довольно динамично растет. Это и могло стать причиной нехватки продукта, скажем, если его активно выписывают профильные специалисты. Врачи бьют тревогу, по их словам, перебои длятся с конца декабря. Пациенты жалуются системно. Отмена терапии чревата обострениями и рецидивами, а переход на другие препараты побочками и потерей эффективности. Импортер уверяет, что препарат есть на складе и скоро будет доступен. Аналитики допускают всплеск спроса как причину. Но на практике люди остаются без привычного лечения, и ущерб здоровью уже называют значительным. Олимпиада еще не началась, но уже была атакована. Италия заявила о кибератаках, связанных с играми 2026 в Милане и Кортине. По данным медиа, целью стала цифровая инфраструктура, связанная с подготовкой соревнований. Под удар попали и системы отелей, где должны были размещаться гости. Задача — создать хаос и логистический сбой. Глава МИД Италии заявил, что атаки зафиксированы против ресурсов его ведомства и олимпийских сервисов. По его словам, все указывает на российских хакеров. Вмешательство удалось остановить, ключевые системы продолжают работать. На фоне этого стало известно, что на играх выступят 13 россиян и 7 белорусов в статусе нейтральных атлетов, то есть без флагов и гимнов. Спорт отдельно, кибервойна отдельно, но напряжение вокруг Олимпиады уже вышло за пределы арен. Кибератаки бывают не только на такие большие структуры, в частном порядке это тоже распространенное явление. Чтобы быть защищенным в сети и оставаться анонимным, мы, к слову, разработали свое решение, свой VPN, призываем вас им пользоваться. А в прошлом выпуске мы говорили о срочных переговорах у Путина и попытках Пескова его прикрыть, о российских обстрелах гражданского населения в день встречи делегаций в Абу-Даби. Также говорили о нападении на силовиков в одном из самых элитных районов Москвы и о задержании прямо в парламенте. И еще один удар, которого в Кремле не ожидали, недружественный шаг союзника, усложнил Москве дальнейшее ведение боевых действий. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите. А мы встретимся уже вечером.